тыловая вроде трасса, абсолютно тыловая была, а теперь она, соответственно, уже не тыловая. Вот, теперь она в зоне достижения противника, противник режет трассу. Мигранты устроили средневековое побоище на своей территории, то есть на территории России. Нападение в школе спланировано мигрантам из Афганистана, которых сейчас активно завозят. И, честно говоря, жуткая совершенно история. Буду подбирать слова, когда мы ее с вами будем разбирать чуть дальше. Заявление МИД РФ и визиты дипломатов в Киев, удары, атаки в зоне конфликта. Кто публикует также новости, видеоотчеты о пораженных целях, напоминает о себе в частности полк Азов. Он как-то не хочет забывать, как нехорошо обошлись с его военнослужащими, с военнопленными. Их отсортировали, быстро взяли какой-то барак, который был в промзоне, то есть там не живут, накидали туда кровати, их туда загнали, закрыли дверь снаружи, быстро назвали барак 200, и в этот момент, по официальной информации со стороны России, туда пролетела украинская ракета. Ну, то есть вот совпало. То есть, а барак 200, да, надо ли объяснять, что если что-то, ну, короче говоря, это выражение 200-й, то есть погибший. То есть назвали барак, который не был бараком, он не был предназначен для проживания. Туда затолкали людей, ну, как вот как-то в каком-то фильме про какую-то войну, не помню какую, там деревенских запихивают в сарай, закрывают и поджигают. Вот здесь все было очень похоже. Ну вот поджигать, видимо, с точки, ну то есть официальное заявление со стороны России, что поджигать как бы не хотели, но оно само подожглось, потому что пролетела ракета из Украины. Но все остальное они вроде как сделали, то есть назвали барак 200, то есть барак трупов. Больше того, барак был не предназначен, это в Елениновке произошло, не предназначен для проживания, и он был на территории, которая не для проживания. То есть есть жилой блок, есть промышленная зона, то есть там не живут, оттуда там работают, возвращаются, так вот в колониях распределено. То есть там невозможно еще селить, почему? Потому что надо будет особенно усиленно охранять, это место довольно опасное. Промзона, там, ну, там много чего может, заточек понаделать, там, хоть оружие можно сделать, потому что в таких местах не селят заключенных, насколько я знаю. То есть здесь все было сделано аномально, и некоторые, вот в данном случае полк Азов, они считают, что Россия сожгла просто их целенаправленно, как в том фильме, который я вспомнил, когда загоняли людей в избу и поджигали ее. А там был какой-то тепловой удар, то есть такое ощущение, что каким-то устройством сожгли людей. И полк Азов, возможно, наивно заблуждаясь с точки зрения некоторых, кто придерживается точки зрения, в данном случае официальной российской, а вот они заблуждаясь считают, что вот было сделано все по тем каким-то стандартам, загнать в конкретное здание, назвать его здание трупов просто, потому что 200-й барак, это между строк читается, однозначно намек на... Просто, да, и они не верят в то, что Украина случайно туда или специально попала. Почему? Потому что тогда Украина должна была и зачем-то как-то сделать так, чтобы их поселили в блоке в рабочей территории. То есть эта зона делится на две части. Вторая плохо охраняемая. Ну, как плохо охраняемая? Там много вещей, которые опасные могут быть в руках заключенных. То есть там не ночуют. Там всегда все под контролем. Да, выводят людей на работу и так далее. И то есть получается, что Украина каким-то образом заколдовала, чтобы вот назвали это блок, или как это называется, не блок, а ну, места, короче говоря, для там, где ночуют заключенные, барак, значит, 200, то есть они должны были заставить, видимо, начальника назвать его так. Ну, короче говоря, они показали, что все, что связано с Мариуполем, они помнят погибших своих пленных, короче, если очень кратко. Тем временем задержание мусульманских происходит богословов в России. В то время как Россия активно пытается поделиться своими достижениями, научными технологиями, у них там, собственно говоря, так это выглядит со стороны. Я новости не всегда беру только там, где на российских площадках. Иногда то, что публикуется на международных. Вот это заслужило того, чтобы ее публиковали с английским текстом. Это там мальчик шел по улице вот этой развитой страны, которая уже делится своими достижениями со всем миром, даже готова вмешаться в дела какой-нибудь другой страны, что там плохо. А у нас, посмотрите, мальчика спасли, он по пояс уже, его затянуло в дорогу. Просто дорога идет, деревня, в ней дорога. Он шел по дороге, его начало засасывать в эту дорогу. 21 век. Во всем мире не знают, как эта дорога без асфальта, а здесь не знают, как это выглядит асфальт, что это такое вообще. То есть его вытаскивают. Акции против вырубки леса. Ну, теперь давайте пройдемся все это подробнее. Итак,
Соответственно, драка на стройке, нападение в школе, жуткие совершенно истории, заявление МИД. И пройдемся. Что произошло на стройке? Утром 25 мая на стройке на улице Муравская в Митино несколько десятков рабочих устроили массовую потасовку. По словам местных, рабочие били друг друга ногами, арматурой, кирпичами, касками. Ну, то есть сражение такое средневековье. Жители какие-то жители там, иди отсюда. Значит, они говорят, что происходит. Жители, что это постоянные беспорядки на площадке, где строят школу для детей. Если дети смогут как-то пройти по болотам вот этим, которые иногда называют дорогами, то они придут вот в эту школу. Полиция приехала на вызов и задержала более 10 участников. Нападение, разрешили им, наверное, задержать, а то они же могли бы их в дорогу тоже втолкнуть. Нападение в Германии, средневековые рыцари, гладиаторы дерутся, там они арматурами, там, понимаете, там полиция какая-то подходит. Эта полиция может быть зафиксирована при помощи фиксатора специального. Нападение в Германии. Еще раз, никаких пластиковых стаканчиков там не было даже рядом. В Кобленце у спецшколы. Это происходит в Германии. Так, привозят мигрантов. В данном случае открыт вот этот канал. Уже мы с вами подробно разбирали. Он там идет через Россию. То есть старательно им то рисуют документы. Короче говоря, вот очередной 20-летний нелегалом он, то есть закинули его, мигрант из Афганистана, проник в школу, выследил там, значит, ученицу 11-летней, угрожая ножом, ну, поняли, да, совершил преступление. Сообщается, что с ним был еще 19-летний соучастник. Первый задержан, второй в бегах. Жертва рассказала родственникам спустя 2 дня. Ну, это ребенок. Детали расследования продолжают выяснять. Ну, это очень свежая новость. Тем временем заявления и визиты дипломатов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о продолжении ответных ударов по Киеву. Она говорит, мы будем отвечать. Что, куда, на кого, на что отвечать не очень понятно, но она говорит, будем. И призвала иностранцев покинуть город. Ну, уже были случаи, когда им говорили покиньте, они говорили не покинем. А самое главное, что если хоть кого-то там просто ветром волосы так опахнет, так ведь тогда уже могут, ведь тогда коллективный Запад может уже из вот этой мантры превратиться в реальный коллективный. Вот эта попытка все время вызвать на себя НАТО, честно говоря, у многих вызывает вопросы. Потому что НАТО уже руками и ногами держится, чтобы не вмешиваться, потому что война закончится за 2 секунды. А Захарова, может, и будет где-то приплясывать, ну, я вот, честно говоря, не знаю где. Видимо, вместе с Фадеевым под музыку, он глухой, а она все остальное. Тем временем послы 70 дипмиссий посетили место удара в Киевской Лукьяновке, возложили соболезнования родным и близким, конечно же, присоединяюсь, цветы в память о погибших. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усилить международную реакцию на российские удары, что естественно. Удары по логистике украинские военные и провоенные каналы опубликовали видео ударов по российской технике на дорогах между оккупированными Мариуполем и Волновахой. Но они уже говорили, они в самом начале еще говорили, что мы будем мстить, то есть финала у этой истории не будет всем, кто был причастен к, ну, вот, еще раз, да, помимо всех остальных, там, официально поставленных задач, ответственность за их военнопленных, я так на всякий случай напомню, что, как это сказать, начальник вот этой колонии, он уже все, он все. Он уже утонула, образно выражаясь. Так что они вот как-то следуют вот этому своему обещанию, они дали клятву, что все, кто был причастен к убийству пленных, вот это у них как такой основной триггирующий факт, не знаю, слоган, что всем они отомстят, короче. А также по сухопутному коридору в Крым. Так что а Мариуполь здесь просто прямая связь, как по мне, ну, насколько я правильно понимаю. Z-каналы утверждают, что глубина ударов достигает границ ДНР и Ростовской области. Ограничения на перевозки и продажи топлива фиксируются в ряде регионов. Задержание богословов происходит в России. Здесь очень важный момент, то что важно не путать. Я все время оговариваю, ну, пару слов скажу, что есть мусульмане настоящие, да? Это тот, кто вообще не имеет права говорить о том, что... Вот, кстати, спасибо за комментарий, мне такую ссылочку дали. Если вам кто-нибудь когда-нибудь скажет, мой, там, не знаю, да, ну, не будем кого-то конкретного иметь в виду, да, чтобы кого-то не обидеть. Вот мой кадыровский тейп, он самый большой. Так вот, пророк той самой веры за такое потребовал бы, чтобы он укусил за член своего отца. Вот у них, вот как так это было, кстати, мусульмане, подключайтесь, вру или нет. То есть нельзя отсылаться и прославлять свои корни, свою, там, не знаю, национальность, то есть ни свой тейп, ни свою семью. Ты прославлять можешь только Бога и ислам.
Вот если прославлять, да, то есть ты не можешь ставить выше всех остальных ничто, кроме, Бога. Это совершенно логично, совершенно естественно, это прекрасные слова. И это говорил пророк, на которого, видимо, некоторые уже, скажем так, смотрят с тем же пренебрежением, которое и обозначал пророк. Кстати говоря, вот это высказывание Мухаммеда, оно имеет, скажем так, оно с уточнением, что все, ничего больше не прибавляйте. Просто, вот сказал мой тейп самый большой там, и самый крутый, все, просто говоришь ему, иди укуси за член своего отца. И ничего к этому не прибавлять. Ничего не прибавляю, едем дальше. В нескольких регионах России задержали и арестовали 8 мусульманских богословов по делу... Еще раз, я не знаю, к кому они относятся, потому что есть, которые навязывают что-то непонятное и про свои какие-то корни прошлой национальности. И есть люди, которые, может быть, несут как раз здравое зерно. Да, вот мой призыв разделять, пытаться разобраться. Среди них названы заместитель муфтия Саратовской области Эль-Них Нидаль, Авадалу, Ахмед, бывший председатель общины Мохаммед Хени и другие. Следствие утверждает, что фигуранты могли иметь связи с движением братья-мусульмане. Кстати, пишите в комментариях, надо ли нет разобрать, что это за братья-мусульмане. Я как-то так подробно, глубоко пока не анализировал, не знаю, что это такое. Ребенок провалился в грязевой провал, тут просто совершенно ужасающее что-то. В одном из российских это произошло населенных пунктов. То есть это провал, это дорога. Дорога там. Там дорога. Там вот так вот будешь ехать на велосипеде, переднее колесо застрянет, ты перевернешься и головой туда упадешь. И уже тебя не успеть спасти, вот так, если засосет верхнюю часть. Вот просто включайте голову, да, насколько это опасно. Вот это безопасное мирное место. Мальчик провалился в вязкую яму, его спасли, слава тебе, Господи, посреди дороги и ушел по пояс. Отец успел вытащить сына, местные жалуются на плохое состояние дорог. Они вообще это дорогами называют. Представляете, до чего доведены люди. То есть это люди, вот если кто-то меня посмотрит оттуда, у вас нет дорог. У вас не может быть плохого состояния дорог, потому что для того, чтобы было плохое состояние, сначала должна появиться хоть какая-то дорога. Это не дорога. Просто, чтобы вы понимали. Глава города отметил, что дорога не место для игр. Глава города у вас умственно неполноценный. Да, просто вот прямо это говорю, потому что я не могу это по-другому воспринять. У вас нет дороги. Он вам не сделал дорогу. Вы не можете знать, где место для игр, а где нет. И потом я никогда не думал, что не место для игр, потому что ты можешь утонуть в дороге. Обычно там машина может сбить. На такой дороге машина тебя не собьет. Она до тебя не доедет. Это вообще феноменально. Протесты в Кунцеве. В Кунцеве протестующие и экоактивисты пытались собраться против вырубки парка Москворецкий. Тут они встали на защиту и тут же сели. Но об этом уже иронизировали у меня в комментарии. 24-25 мая полиция оцепила место, проверяла документы прохожих. Уже все, конечно, проверяют. Это местное население, это враг для них, я так понимаю. И задержала минимум 2. Но местные, по местным данным, до 5. Задержат просто людей. На каком основании, непонятно. Одному из задержанных, там некоторые бьются люди, чтобы не вырубали лес, потому что, вернее, от него осталось на территории Российской Федерации. Но задерживают они кого захотят, и все. Могут зайти на территорию, застрелить чью-нибудь собаку. Вот недавно новость, которая, прям производит, извините меня, впечатление. Я уж не думал, что что-то на меня произведет. Вот собаку, наверное, когда собак невинных. У меня был один знакомый, военнослужащий израильской армии. У меня много разных было знакомых, давно здесь сидю. И он говорил, что как-то я взгляд вот так поймал, когда он говорил о том, что когда трогают при нем кошек, собак, а он действующий военнослужащий, то есть он кадровый, военный. То есть он видел много чего-то такого, чего, наверное, лучше не видеть спокойному человеку, чтобы не стать заикой. И он говорил, в общем, при нем, если помучить кошку или в собаку выстрелить, то, возможно, полицейские потом ходили со свистком в жопе. То есть он мог бы очень грубо на это отреагировать. Но эти евреи, они иногда такие злые. Это, к слову, извините, я не удержался, потому что на меня произвело впечатление, прям так хочется как-то помочь им в этой встрече. Дело в том, что профессиональные военные зачастую считают совершенно невинными. Они людей больше не любят, а животных считают невинными существами. Если уж оно там, не знаю, не загрызает тебя, то, в общем, грех их трогать. Едем дальше. Одному из задержанных инкриминируют нападение на полицейского. Возвращаясь, к задержаниям вырубки, то есть он защищал свою землю, он напал на полицейского, полицейский враг, вы выбирайте сами, я не знаю, либо враг полицейский, который помогает сносить зеленые насаждения в вашей стране, тогда этот человек герой, он сражался с врагом, или, понимаете, здесь если не раздать идеологию какую-то, идеи,
Вот какая идея человека, который с полицейским? А пытаются замять. И надо идею его рассказать. Какая у него идея? Спасти Россию. Да? От тех, кто жрет Россию, так? Или нет? Или он хотел как хуже России? Вот этот, который говорил, не сносите деревья, он хотел как хуже для России или как лучше? Вот объясните мне. Потому что я замечаю, что вот эти, да, ну как там, боты или слабоумные просто за Единую Россию, они часто топят какими-то такими фразами: поливаете грязью страну. И повторяю вопрос, вот для вас, убогих, ну, у меня их на канале хватает. Вот эти, они в чьих интересах действовал человек, которого задерживают? Который говорил: не уничтожайте Россию, оставьте деревья в России. Вот он в чьих интересах выступал? Работать к начальству. И с новым комментарием. Депутат Андрей Медведев угрожает активистам уголовными делами. Ну, это естественно. Активистам. Народу он угрожает, что посадит народ, чтобы снести их планету, ну, их землю, их страну, чтобы снести на ней деревья. А если вы будете сильно стоять за это, то будете очень долго сидеть. Совершенно гениально, мне кажется, финалочка. Напишите со своей стороны. Я не только отталкиваюсь от ваших комментариев, чтобы взять иногда просто отдельную тему. Самый искусственный интеллект, агент, он помогает собирать, просто он может тематику тебе подкинуть все дальше. Я наполняю просто фактами, отталкиваюсь от ваших комментариев. Но зачастую ваши комментарии сами по себе уже произведения, не могу этого не отметить, это не какой-то совсем такой банальный комплимент, это, в общем, это правда. Короче говоря, процветания вам и вашим близким, мудрости, здоровья, всяческих улыбок. И запомните, бояться тех, кто не плачет. Тех, кто спокойно реагирует. Я вот, например, всерьез начал беспокоиться, я тут песенку уже, ну, такую делал, там, Полказов мне, который против всех, вот они за свою идею. Ну, мне это производит впечатление с точки зрения, ну, творчества. Вот, и я вдруг заметил, что они ведь не плачут, не говорят все плохо. И они вообще, они по притче, есть такая притча, что завоеватель с народа собирает дань и каждый раз отправляется своих каких-нибудь, да, значит, помощников. Они приезжают, привозят там обозы, вот там что собрали. А что народ? Народ плачет, говорит, ничего нету. Ну да, езжайте еще соберите. И так они несколько раз ездят, в очередной раз они приезжают, там совсем чуть-чуть что-то собрали. А что народ? А они говорят, народ веселится, играют на своих народных инструментах, песенки поют, улыбаются, говорят, давайте мы вас накормим, а у нас тут еще осталось. Все сами выносят. И он тогда говорит, что больше собирать не надо, а то собирать будут потом нас. Потому что, когда народу терять нечего, тогда-то и начинается одна большая, как это было в анекдоте детском, да, чтобы сразиться со мной, сначала выйди из моей